Марианская впадина – самое глубокое место на планете. Почти 11 тысяч метров вниз, в царство вечной темноты, чудовищного давления и необычной жизни, будто сошедшей со страниц научной фантастики. Долгое время эти глубины оставались загадкой, скрытой под толщей вод. Сегодня же интерес к ним быстро растет, и одна из стран особенно активно осваивает океанские глубины. За последние годы Китай стремительно нарастил инвестиции в глубоководные исследования. По открытым данным, за 5 лет страна вложила десятки миллиардов долларов в морские программы, открыла новые институты, привлекла большое количество океанологов и инженеров и запустила многочисленные глубоководные миссии. Созданы большие центры исследований о бисселе в Циндао, специализированные верфи для сборки глубоководных систем, лаборатории подводной робототехники в Шанхае, обучающие программы в университетах. И все это сопровождается масштабным развертыванием автономных аппаратов и роботизированных систем Марианская впадина. Гигантская подводная трещина в западной части Тихого океана, к востоку от Филиппин. Она тянется примерно на 2600 километров в длину и до 70 километров в ширину. Если бы Эверест опустить в эту впадину, его пик все равно остался бы под водой почти на 2 километра. Путь к ее дну проходит через несколько зон с резко отличающимися условиями и биотопами. На поверхности океана и в солнечной зоне до примерно 80 метров. Царит привычный мир кораллов, тропической фауны и растений при теплой воде. На глубине около 200 метров начинается сумеречная зона. Свет слабеет, давление возрастает, температура падает до нескольких градусов, и обитающие здесь формы жизни адаптированы к полумраку. Появляются прозрачные медузы, гигантские удильщики и светящиеся кальмары. В этой зоне исследователи уже фиксировали необычные явления, аномалии магнитных полей и значения, не укладывающиеся в прежние представления о геологии. Океана дальше – зона полной тьмы. Давление растет в десятки и сотни раз. Температура низкая, но жизнь не исчезает. Гигантские кальмары, рыбы с необычными адаптациями, медузы и ракообразные составляют абиссальную экосистему. На глубинах свыше 6000 метров, ходальная зона, обитают специализированные организмы, прозрачные амфиподы и иные ракообразные, питающиеся морским снегом, чьи клетки адаптированы к экстремальному давлению. Именно в таких областях современные роботизированные миссии начали обнаруживать поразительные вещи. Китайские аппараты, по сообщениям, фиксировали на больших глубинах магнитные поля аномальной интенсивности. В отдельных отчетах назывались значения, существенно превышающие ожидаемые. Роботы регистрировали также движение крупных объектов у дна, причем не хаотичное, а с четкими траекториями. Официально это объясняли оползнями, но внутренние данные, по некоторым сведениям, указывали на аккуратно выстроенные маршруты и упорядоченные перемещения. На значительных глубинах китайские экспедиции обнаружили и геологические аномалии, большие подводные пещеры и системы полостей, уходящие в недры морского дна на десятки километров, с объемами, измеряемыми десятками кубических километров. Внутри таких полостей находили устойчивые потоки горячих газов, метан, сероводород и редкие изотопы гелия, а также сейсмические вибрации на частоте, близкой к резонансу Шумана. Некоторые ученые выдвигали гипотезы о древних геотермальных каналах или системах дыхательных клапанов, планеты, связанных с внутренними геоэнергетическими процессами.
В стенках и сводах этих полостей обнаружены полированные поверхности и правильные формы, что породило дискуссии. Естественная ли эта геология в таких выраженных формах? Или есть элементы, напоминающие структуру искусственных сооружений? На раскаленных участках пещер зафиксированы колонии микроорганизмов, устойчивых к экстремальным температурам и токсичным средам. Их метаболизм отличается от известных путей, и они могут оказаться интересны для биотехнологий и медицины. Если подтвердится связь таких систем с внутренними структурами планеты, это будет крупным научным открытием и потенциальным источником новых знаний об энергии Земли. Технический прогресс сделал возможными эти исследования. Современные титанные капсулы, новые материалы и ИИ позволяют спускаться на рекордные глубины, применять роботов-зондов с термостойкими камерами и самоорганизующимися системами. В ряде программ используются автономные модули, обладающие возможностью частичной самовоспроизводимости. Рой роботов-сборщиков, бурильщики и мимики, маскирующиеся под морскую фауну. Все это расширяет возможности подводного освоения и вызывает серьезные технологические и этические вопросы. Важной проблемой остаются и ресурсы дна. Месторождения метановых гидратов, редкоземельные металлы и полиметаллические конкреции действительно представляют промышленный интерес. Освоение их может обеспечить энергетические и промышленные потребности на десятилетия. Однако разработка и эксплуатация таких запасов связаны с экологическими рисками и международно-правовыми сложностями. Кроме того, морское дно хранит и опасные наследия человеческой деятельности. В ряде отчетов упоминается захоронение отработанных бочек и контейнеров с радиоактивными и токсичными отходами, утраченных или сознательно сброшенных в океан. В прошлые десятилетия накопления подобных отходов представляют серьезную угрозу. При сильных сейсмических событиях возможен массовый выброс загрязнителей в океан. Подъем и утилизация таких объектов технически чрезвычайно сложны, дорогостоящие и рискованы. Методики подъема на большие глубины требуют специальных решений, а большинство контейнеров уже разрушено коррозией. Последствия возможного выброса радиоактивных материалов или химических отходов в океан тяжело предсказать. Загрязнение может распространиться по течениям, повредить пищевые цепочки и нанести ущерб морским экосистемам в глобальном масштабе. Поэтому наряду с освоением глубин все чаще звучат призывы к международному контролю, прозрачным исследованиям и строгим экологическим протоколам. Вопросы суверенитета и права на ресурсы морского дна также остро стоят на международной арене. Международное право, в частности Конвенция ООН по морскому праву, регулирует многие аспекты, но технологическое опережение одних стран порождает политическое напряжение и правовую неопределенность. Нарастание глубоководной активности требует совместных механизмов контроля, мониторинга и ответственных практик извлечения ресурсов, чтобы избежать эскалации конфликтов и минимизировать экологические риски. Дополнительно важно отметить возможное военное измерение освоения глубин. Автономные аппараты и подводные роботы могут быть использованы не только в научных и экономических целях, но и в военных. Подводные базы, системы наблюдения и роботизированные РАИ способны изменить баланс информации и контроля над стратегическими морскими областями. Это поднимает вопросы о необходимости международных договоренностей по неразмещению наступательного вооружения на дне океана и по контролю за применением автономных систем в подводной среде. Наконец, социальный и этический аспект освоения глубин требует взвешенного отношения к интересам прибрежных сообществ,
коренных народов и будущих поколений решения о добыче ресурсов и размещении баз должны учитывать долгосрочные экологические последствия и справедливое распределение выгод. Только сочетание научной прозрачности, международного сотрудничества и строгой регуляции может обеспечить, чтобы глубины Марианской впадины стали источником знаний и пользы, а не причиной новых конфликтов и катастроф. Подводя итог, глубоководные исследования открывают уникальные научные возможности от понимания жизни в экстремальных условиях до новых источников энергии и редких биологических ресурсов. Вместе с тем, освоение Марианской впадины несет серьезные экологические, технические, правовые и политические риски. Будущее глубоководного освоения во многом зависит от того, сумеет ли мировое сообщество сочетать научный интерес и развитие технологий с международным сотрудничеством, строгой регуляцией и ответственностью перед океаном как общим достоянием человечества.